Глава 901. На лодке. Услышав это, Ван Тэцан на мгновение был ошеломлен. Прозвучавший голос напоминал на горничную по имени Хуан Ин. Однако было довольно странно, что по реке плыл лед в теплое время года. Он невольно взглянул в небо и убедился, что там все еще светило солнце. Он потел, даже когда был в тонкой одежде. Неужели кто-то был во льду? Несмотря на многие годы, проведенные в мире Цзиньху, он впервые услышал о таком. Затем он потянулся и вытащил из-за спины два железных коротких копья, а затем направился к источнику суматохи. Подойдя к борту лодки, он увидел 7-8 мужчин и женщин, которые были горничными, слугами, моряками. Они все говорили и указывали на что-то в реке. Он оглянулся и увидел нечто размером около 15 метров. Это был сверкающий белый объект, который плыл на поверхности реки. Присмотревшись, он увидел, что это был сверкающий кусок льда, в котором кто-то был. Удивившись, Ван Тэцань пробормотал: «Как странно. Неужели кто-то упал в реку и теперь оказался в ловушке в глыбе льда?» Затем он услышал шаги позади себя, и хриплый голос спросил: «Брат Ван, в чем дело?» «Брат Га, ты пришел». Не поворачивая головы, Ван Тэцан уже знал, что это был его старший товарищ Га Дафэн. Он много лет культивировал технику упрочнения тела и был несколько известен своими боевыми приемами. Крупный мужчина с густой бородой небрежно подошел к боку Ван Тэцаню и удивленно щелкнул языком. «Го! Там действительно кто-то на льду. Не часто такое увидишь». Ван Тэцан холодно рассмеялся и сказал: «Это всего лишь какой-то труп. Неважно, насколько это странно, говорить тут ни о чем». Га Дафэн погладил бороду и усмехнулся. «Определенно. По крайней мере, труп не придет нас грабить». Мужчина средних лет в одежде конфуцианского ученого подошел к ним с угрюмым выражением лица и выругал слуг: «Чего вы расшумелись? Разве вы не знаете, что госпожа только что заснула?» Этим мужчиной был мастер Чжоу, который был доверенным лицом важного правительственного чиновника. В настоящее время он нанял Ван Тэцаня и его товарища для охраны семьи этого чиновника. «Господин, в реке», молодая служанка по имени Хуан Ин робко протянула палец и указала в реку. Когда мастер Чжоу увидел Ван Тэцаня и Га Дафэна, он почувствовал себя немного сбитым с толку. После слов молодой горничной, он неосознанно посмотрел туда, куда она указывала, и увидел человека внутри глыбы льда. Нахмурившись, он сказал: «Это всего лишь мертвец. Нет смысла смотреть дальше. Вернитесь к своим обязанностям. Или вы хотите, чтобы я доложил об этом управляющему Вану?» Последние слова этого человека были произнесены резким тоном. Когда слуги услышали имя управляющий Ван, они тут же изменились в лицах и поспешно рассеялись. Трое моряков также осторожно ушли. Ван Тэцань и Га Дафэн переглянулись между собой и тоже собирались уходить, чувствуя, что было бы неразумно оставаться здесь дольше. Но после того, как Га Дафэн сделал несколько шагов, он взглянул на реку и тревожно крикнул: «Как это возможно? Этот человек все еще жив». Ван Тэцань и мастер Чжоу, услышав это, встревожились и посмотрели на глыбу льда, чтобы убедиться, что тот был совершенно неподвижным. Мастер Чжоу посмотрел на крупного человека, но Га Дафэн встал и сказал: «Мне не показалось. Я видел, как он пошевелил глазами. Брат Га не станет нас обманывать. Кажется, он все еще жив». Ван Тэцань говорил с полным доверием к своему товарищу. Мастер Чжоу все еще сомневался, когда услышал это, но, подумав, он покачал головой и сказал: «Нас не волнует, жив этот человек или мертв. Зачем искать неприятности к госпоже и ее дочери? Поскольку другие в лодке ничего не делали со льдом, мы можем просто не обращать на это внимания». Когда Ван Тэцань услышал это, он не почувствовал гнева или несправедливости по этому поводу. Было странно, что кто-то находился подо льдом, но это не давало ему намерения впустить его в лодку. В конце концов, как тот, кто много лет шел по пути Цзиньху, он обнаружил, что эти странные ситуации лучше обходить стороной. Однако на лице Га Дафэна появились следы колебаний. «Мастер Чжоу, пожалуйста, подождите. Спасти чью-то жизнь важнее, чем взобраться в гору. Моя мать воспитывала меня с добрым сердцем. Поскольку этот человек еще жив, мы можем его спасти, не так ли?» Затем к ним подошла молодая женщина в расшитой мантии, сопровождаемая горничной Хуан Ин, которая шла с опущенной головой. Похоже, что именно она рассказала об этом молодой леди. Когда мастер Чжоу увидел эту женщину, он почтительно поприветствовал ее и нерешительно сказал: «Молодая мисс, это не очень мудрое решение. Незнакомец на лодке. Что неразумного в этом? Поскольку он пережил катастрофу и столкнулся с нами, его спасение станет проявлением достоинства нашего клана. У нас даже есть пустая комната в лодке.
Неужели кто-то может бояться умирающего человека? Молодая женщина говорила мягким голосом, но выражение ее лица ясно показывало, что она не передумает. Немного поколебавшись, мастер Чжоу осталось только согласиться. Отлично. Поскольку молодая мисс дала команду, я вышлю мужчин, чтобы спасти этого человека. Молодая женщина ответила улыбкой, а затем пошла назад вместе со своей горничной. Мастер Чжоу крепко нахмурился, глядя в сторону трюма корабля, а затем криво улыбнулся, сказав: «Вы слышали ее. Раз его надо спасти, но он застрял в огромном куске льда, боюсь, мне придется побеспокоить вас двоих, чтобы вы доставили его». «Нет проблем. Нам больше нечего делать, и у нас есть освободить этого человека», непринужденно сказал Гаодафэн. Затем Ван Тицань осмотрел огромный кусок льда и медленно кивнул, не возражая. Проведя неизвестное количество времени в темноте, Хань Ли проснулся с сильной головной болью. Еще до того, как он открыл глаза, он услышал голос молодой женщины: «Господин ученый, когда этот человек очнется?» Уже прошло 2 дня. С ним ничего не случилось. Молодая мисс ждет ответа. Старик угрюмо фыркнул: «Что может понимать такая служанка, как ты? У меня только поверхностное понимание искусства врачевания. Откуда я могу знать, когда он проснется?» Однако болезнь этого человека действительно странная. У него бледный цвет лица, что говорит о большой потере крови и ци. Однако его кровеносные сосуды и меридианы, кажется, намного сильнее, чем у обычного человека. Это действительно за пределами моего понимания. Женщина хихикнула и поддразнила: «Кажется, старый ученый, скорее всего, неправильно прочитал кровеносные сосуды». «Чушь. Я когда-нибудь ошибался, когда осматривал всех вас во время вашей болезни. Возможно, этот человек столкнулся со странной болезнью, которую раньше не видели. Поскольку я не великий доктор, я очень озадачен этим». Старик казался смущенным, но тем не менее говорил смело. Услышав это, Хань Ли понял, что лежит на удобной кровати под теплым одеялом и толстым матрацем. Хань Ли почувствовал себя немного комфортно, услышав, что они говорили на языке Великой империи Цзинь. Казалось, что не только смертные спасли его, но и сам он находился внутри империи. Однако его нынешняя ситуация была далека от хорошей. Очнувшись, он использовал свое духовное чутье, чтобы осмотреть свое тело. В результате у него застыла кровь в жилах от увиденного. После того, как он сбежал от преследования святой бесконечного неба на 1000 км, печать ограничения души снова вступил в силу. В то время он упал в реку и использовал технику симуляции смерти, которой научил его монарх расщепления души, запечатав себя в глыбе льда, что позволило ему избежать преследования его парящих племен, пока он плыл по течению реки. Однако его тело сейчас было в еще более худшем состоянии, чем раньше. Чрезмерное использование кровавого теневого уклонения вызвало огромную потерю сущности крови и очень ослабило его. Кроме того, его серьезная потеря истинной сущности заставила уровень его культивации упасть до стадии уплотнения ци. При таких обстоятельствах ему нужно будет нормально восстанавливаться в течение 5-6 лет, и если у него будет хоть какая-то возможность восстановить свой первоначальный уровень культивации. Хань Ли мрачно вздохнул в своем сердце и вдруг подумал о чем-то, а затем взглянул на летающие мечи внутри своего тела. Затем он нашел основную зарождающуюся душу и очень ослабленную серебряную луну в бессознательном состоянии, к большому его облегчению. Однако он почувствовал головную боль из-за того, что его вторая зарождающаяся душа еще не вернулась. Хотя он был слишком далеко, чтобы знать ее истинное местоположение, он все равно чувствовал чрезвычайно слабую связь с ней, подтверждая, что его вторая зарождающаяся душа сумела выжить. Если он не сможет призвать зарождающуюся душу через определенное время, она не только станет независимой, но и попытается доминировать над ним. Выход из этой ситуации был только один: ему нужно было восстановить свой изначальный уровень культивации, тогда бы вторая зарождающая душа не посмела пойти против него. Для него не составит труда найти его в этот момент. С этой мыслью он через свое духовное чутье заговорил с бамбуковой трубкой рядом с собой: «Старший, как долго я был без сознания с тех пор, как прибыл в Великую империю Цзинь? Есть ли поблизости культиваторы? А ты, наконец, очнулся. Ты плавал в реке целый год. Как только твоя магическая сила закончилась, глыба льда вплыла на поверхность реки. Должен сказать тебе, малыш Хань, что твои дела далеки от хороших», — ленивым тоном ответил монарх расщепления души. Хань Ли улыбнулся и радостно сказал: «Разве я могу не знать, в каком ужасном состоянии находится мое тело? Однако можно сказать, что мне повезло спастись от бедствия. Ни на что жаловаться». В конце концов, в такой ситуации немногие могли вырваться из рук нескольких культиваторов поздней стадии зарождающейся души. Монарх расщепления души мрачно сказала: «Не слишком ли ты беззаботен?
Однако я должен спросить тебя, почему ты никогда не упоминал о своем божественном духовном сокровище? Неудивительно, что ты поместил меня снаружи своей комнаты, пока был в уединении. Я всегда хотел лично исследовать божественное духовное сокровище. Забудь об оправданиях, когда ты сможешь снова вытащить котел, дай мне его исследовать. Глава 902. Цао Мэнжун. Конечно, я не возражаю, чтобы старший осмотрел небесный котел, как только я выздоровею, спокойно ответил Ханли. Хорошо. Довольным тоном сказал монарх расщепления души, раз ты согласен, то проблем нет. Что касается культиваторов поблизости, то на этом корабле есть только одна девушка, а на третьем слое стадии уплотнения ци. Тебе ни о чем волноваться. Третий слой стадии уплотнения ци. Ханли почувствовал некоторое удивление, а затем открыл глаза. Ханли посмотрел на край кровати и увидел девочку, которой было всего лет 15. Когда она увидела, как Ханли открыл глаза, она радостно закричала: «Эй, старый ученый, он не спит». У девочки было красивое лицо с белой кожей. Да, я вижу. В кресле сидел старик в серой мантии. На вид ему было лет 60, и он смотрел на Ханли с добрым выражением на лице. «Старый ученый, присмотри за ним. Я пойду сообщу об этом молодой мисс». Прежде чем Ханли успел что-либо сказать, девушка быстро убежала из комнаты. Ханли был ошеломлен при виде этого, но старик просто усмехнулся, покачав головой. Он любезно улыбнулся Ханли и сказал: «Надеюсь, вы не в обиде на темперамент девушки». Ханли улыбнулся в ответ и сел, медленно говоря: «Как я смею? Вы двое спасли меня». «Где я? Мы плывем на лодке по мистической реке. Вы плыли по реке, и ваша жизнь висела на волоске. Вторая молодая мисс моего клана отдала приказ спасти вас. Что касается меня, я Хэвэнь, ученый, которого наняла госпожа клана». Ханли сжал кулак и сказал: «Вот как. Моя фамилия Хань, и мне придется поблагодарить эту молодую мисс за спасение моей жизни». С улыбкой на лице старик сказал: «У нашей молодой мисс, конечно, доброе сердце, но сложно сказать, увидитесь ли в ней лично. Мистер Хань, вы скажете, как вы оказались запечатаны в глыбе льда и все равно выжили? Мне очень любопытно». Это Ханли немного поколебался, а затем сказал: «Я не хочу обманывать вас, господин, но мне неудобно об этом говорить. Все в порядке». У каждого свои трудности, старик по-доброму помахал рукой и оставил все как есть. В этот момент в комнату вошла служанка и сказала: «Ученый, молодая мисс пока что сказала отдыхать этому мужчине». Остальное позже, сказав это, девушка с любопытством взглянула на Ханли. Ханли улыбнулся ей при виде этого. Девушка слегка покраснела и опустила голову, думая: этот человек выглядит совершенно обычным, чем прошлые друзья молодой мисс. Почему она относится к нему с таким вниманием? «Раз молодая мисс приказала отдыхать нашему гостю, то я вынужден покинуть вас, господин Хань», сказав это, старик вышел из комнаты. Ханли, естественно, еще раз поблагодарил его, прежде чем старик вышел из комнаты вместе с девушкой. Теперь, когда Ханли был один, он ненадолго поднял глаза к потолку, а затем тяжело вздохнул. В последующие 2 дня никто не беспокоил его, кроме служанки, приносившей трехразовое питание. Ханли был доволен этим, поскольку так у него было больше времени, чтобы принимать таблетки и медитировать. Между тем Ханли изучил своим духовным чутьем ту девушку на 3-м слое стадии уплотнения ци, о которой упоминал монарх расщепления души. Девушка была красивой и вела себя скромно. Она была второй молодой мисс, которая дала приказ спасти его. Наверняка, она увидела в нем культиватора. И из пустых разговоров других людей на борту Ханли выяснил общее обстоятельство путешествия. Люди на лодке принадлежали клану военного офицера по фамилии Цао из провинции Ля. Он был спешно мобилизован, чтобы заменить своего предшественника, и его клан медленно следовал за ним. В его клане было всего несколько человек, его настоящая жена, 2 наложницы и 3 детей. Вторая молодая мисс родилась от первой жены, и, как говорили, у нее было слабое и болезненное тело с самого детства. В детстве ее воспитывала другая женщина, и только недавно она вернулась в клан. 2 других детей родились от наложниц. Старшая дочь уже была замужем за членом подходящего клана. Что касается сына, он был самым младшим из детей, и ему было 12. Среди других заслуживающих внимания людей были ученый Хе, мастер Чжоу и управляющий Ван с ледяными глазами, который отвечал за других слуг. На борту находились также 2 охранника, Ван Тэцань и Га Дафин. Присмотревшись повнимательнее к этим людям, Ханли почувствовал сильную циркуляцию истинной ци из тела управляющего Вана, намного глубже, чем у 2 охранников.
Хотя Хань Ли нашел это несколько странным, он убрал свое духовное чувство, как только выяснил обстоятельства на лодке и сосредоточил свое внимание на культивации. Через 2 дня вторая молодая мисс отправила молодую горничную пригласить Хань Ли. Конечно, Хань Ли не отказывался, и его привели в одну из больших комнат на лодке. Когда вторая молодая мисс увидела Хань Ли, она отослала остальных в комнату и улыбнулась ему. «Брат Хань тоже должен быть из даосистской секты. Меня зовут Цао Мэнжун, ученица секты высшего нефрита. Могу ли я узнать, из какой секты брат Хань?» Вежливо проговорила девушка. Казалось, она пришла к выводу, что Хань Ли из даосистской секты, поскольку не смогла обнаружить какую-либо дьявольскую ци, буддистский свет или строгую ци конфуцианской секты. Секта высшего нефрита. Хань Ли нахмурился. Он никогда прежде не слышал о такой секте, но это не было для него неожиданностью. В Великой империи Цзинь было неисчислимое количество малых сект. Когда Цао Мэнжун увидела, что Хань Ли колеблется, она улыбнулась и сказала: «Моя секта — всего лишь небольшая малоизвестная секта в провинции Ля. Естественно, что вы не знаете о ней. Госпожа Цао очень скромная. Я всего лишь вольный культиватор, который только недавно вошел в мир культивации Великой империи Цзинь. Я не знаком с местными сектами и боюсь показаться дураком». Хань Ли сжал кулаки и притворился смущенным. «Значит, брат Хань недавно стал культиватором», сладко улыбнулась Цао Мэнжун и сказала: «Я также недавно оставила свое ученичество, но моя секта действительно маленькая. Однако брат Хан так молод и обладает таким высоким уровнем культивации. Это действительно достойно поздравлений». «Ничего особенного», небрежно ответил Хань Ли, «мне удалось достичь этой стадии только благодаря удаче». Когда она увидела, что Хань Ли не собирался вдаваться в подробности, она понимающе улыбнулась и не сменила тему, спросив: «Почему брат Хань плыл по реке в глыбе льда? Может быть, на вас напали?» «Так и было. И я должен поблагодарить вас за спасение моей жизни». Хань Ли горько рассмеялся, не желая вдаваться в подробности. С твердым выражением лица женщина сказала: «Ничего особенного. По правде говоря, я видела, что брат Хань все равно рано или поздно смог бы освободиться от льда, с моей помощью или без нее. Однако мне было очень удивительно видеть, что вы так плаваете в реке, поэтому я решила вмешаться. Кроме того, совершенно естественно, что вольные культиваторы и культиваторы малых сект помогают друг другу». Услышав это, Хань Ли был несколько удивлен и оценивающе посмотрел на девушку. Затем он молча кивнул и больше ничего не сказал. «Ах, да, как ваше выздоровление? Если вы хотите, вы можете остаться на лодке еще на несколько дней. Я также надеюсь, что вы захотите дать мне руководство по культивации». Хань Ли задумался на мгновение, а затем сказал: «У меня нет особо важных дел, поэтому я могу остаться здесь еще на несколько дней. Тем не менее, о том, чтобы предоставить вам руководство, не может быть и речи, но мы можем обменяться опытом культивации». Цао Мэнжун была очень рад услышать это. Она бросила свое обучение раньше из-за ее ограниченных способностей. В результате она не выучила технику глубокой магии. То, что рядом с ней появился культиватор, превосходящий ее по рангу, такой, как Хань Ли, было именно тем, чего она хотела. Договорившись о следующей встрече, Хань Ли еще немного поболтал с девушкой, а затем почтительно ушел. Вернувшись в свою комнату, монарх расщепления души спросил: «Малыш Хань, почему ты согласился задержаться? Разве ты не хочешь найти духовную вену, чтобы как можно скорее восстановить свою магическую силу?» «Естественно, я буду искать духовную вену, но они наверняка все заняты различными сектами Великой империи Цзинь. Кроме того, кажется, что в Великой империи Цзинь больше культиваторов, чем я ожидал. Если я отправлюсь на ее поиски с моим нынешним уровнем культивации, это будет довольно опасно. Я не хочу подвергать себя опасности, пока у меня нет силы защитить себя». «Вот как, значит, ты планируешь. У меня достаточно духовных таблеток и несколько предметов, пригодных для восстановления здоровья», медленно сказал Хань Ли. «Мне хватит года, чтобы восстановить свой уровень культивации до стадии заложения основ, и у меня все равно будет достаточно времени, чтобы найти метод для растворения зловещей ци. Кроме того, эта девушка выглядит довольно проницательной, но уровень ее культивации невелик, и у нее нет злых намерений. Прежде чем я отправлюсь в путь, я хочу выяснить у нее кое-что о мире культивации Великой империи Цзинь. А поскольку я только прибыл сюда, я могу позволить себе подождать год». «Делай, как хочешь, но у меня осталось не так много времени», с беспокойством сказал монарх расщепления души. «Еще несколько лет, и я боюсь, что будет уже слишком поздно для меня. В конце концов, тебе понадобится некоторое время, чтобы собрать материалы для моей великой марионетки». «Старший, не волнуйся», объяснил Хань Ли. «Пока я буду искать метод растворения зловещей ци, я также буду искать материалы. Однако было бы лучше получить помощь секты.
Таким образом, мы сможем сократить необходимое время. Получить их помощь. Это не небесный южный регион, где мы можем опираться на твою славу и титул. Все не так просто. Более крупные секты не станут обращать на тебя внимание, а у более мелких сект нет такой возможности. В конце концов, материалы, которые мне нужно, сложно найти в этом мире. Будем решать проблемы по мере их поступления. Возможно, мне даже не нужно будет их искать, и они просто постучатся в мою дверь, в шутку ответил Ханли. После этого он прекратил говорить с монархом расщепления души и вынул набор флагов формации из своей сумки для хранения. Затем он установил просто ограничительное заклинание, принял таблетку и стал медитировать на кровати. Глава 903. Гости с враждебными намерениями. На западе провинции Ля в префектуре Уюань был небольшой городок, известный как Синань. Недалеко от него шли две стройные женщины в лазурной даосистской одежде, направлявшиеся к небольшой отдаленной горе. Сделав несколько шагов, их ноги засветились белым светом, и в следующее мгновение их платья удлинились, и они грациозно взлетели в воздух на небольшую высоту. Младшей женщине на вид было 18 лет, и она мрачно заговорила с несколько пожилой женщиной рядом с ней. «Старшая боевая сестра Лу, разве мастер не поможет нам? Даже вместе с младшей боевой сестрой Цао мы не сможем разобраться с Усяюем из секты Острова Духа. Он находится на 8-м уровне стадии уплотнения Ци, и говорят, что мастер секты Острова Духа высоко ценит его. Мы всего лишь на 6 метров и 7 метров уровне стадии уплотнения Ци. Даже если мы объединимся, у нас все равно нет шансов победить его. И если мы проиграем, у младшей боевой сестры Цао не останется иного выбора, кроме как позволить Усяю спасти того преступника, который, как я боюсь, будет катастрофой для ее отца. С этим ничего не поделаешь, вздохнула старшая из двух боевых сестер. Секты культиваторов никогда не обращают внимания на дела смертных чиновников. А младшая боевая сестра Цао, только названная ученица нашей секты высшего нефрита, которой мастер передала лишь несколько мелких магических техник. Вот почему ей ничего не сказали. В конце концов, правительство имеет в своем распоряжении лишь несколько низкоранговых культиваторов для решения вопросов мира культивации. Однако Усяю тесно связан с человеком, которого он хочет спасти, и он знает, что младшая боевая сестра Цао имеет отношение с нашей сектой. Когда он лично постучал в нашу дверь, мы не могли продолжать закрывать глаза на это дело. Однако мастер использовала ее статус в качестве ученицы секты, чтобы избежать необходимости наказывать ее, отправив этого человека. После того, как он ушел, мастер немедленно призвала нас, чтобы сообщить нам, что этот человек, скорее всего, вызовет младшую боевую сестру Цао, чтобы заставить ее отступить. Мастер знает, что мы с ней в довольно близких отношениях, и послала нас предупредить ее. Понятно, что она хочет, чтобы мы поддержали ее. В противном случае она бы просто использовала духовную птицу, чтобы доставить сообщение, а не стала отправлять нас. Хотя старшая боевая сестра Юй занята культивацией, у нее нет тесных отношений с младшей боевой сестрой Цао, и она не рискует оскорбить секту Острова Духа по этому вопросу. И у мастера связаны руки, потому что секта Острова Духа находится в дружеских отношениях с нашей. Как член старшего поколения, ей неловко вмешиваться. Младшая невольно вдохнула. Я помню, что, когда отец младшей боевой сестры Цао, деревенский чиновник Цао, находился возле нашего храма, он выглядел довольно сильным и очень уважительно относился к мастеру. Если он действительно замешан в это будет катастрофой. Если это правда, с этим ничего не поделаешь. Но даже если бы он потерял преступника, он потерял бы только свое положение в качестве чиновника страны. Он не умрет. Но поскольку младшая боевая сестра Цао выглядела такой спокойной, может быть, у нее уже есть план. Молодая женщина улыбнулась и сказала: «Нет повода для беспокойства старшей боевой сестры. Как только мы доберемся до вершины горы, все будет ясно». Младшая боевая сестра права. Пожилая женщина кивнула. Они поспешили продолжить свой путь, и спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, они прибыли на вершину горы и удивленно взвизгнули, увидев неожиданный соломенный домик в 300 метрах. Перед соломенным домиком стоял простой каменный павильон, за каменным столом которого сидели юноша и девушка и мило болтали. Внешность мужчины была довольно обычной, но цвет его лица был очень бледным. Девушка выглядела изящно и внимательно слушала его. Когда две женщины прибыли на вершину горы, мужчина сразу же почувствовал их и перестал разговаривать. Он повернулся к девушке, с которой разговаривал, и сказал: «Госпожа Цао, ваши гости прибыли». Мужчина улыбнулся и встал. Девушка оглянулась и встала с улыбкой, сказав: «Старшие боевые сестры прибыли. Рада вас видеть».
Старшая из двух старших боевых сестер улыбнулась, увидев Цао Мэнжун, и сказала: «Младшая боевая сестра, кажется, у тебя все хорошо. Го. Твой уровень культивации возрос на целый уровень. Поздравляю. Мне удалось совершить прорыв несколько дней назад. Мне далеко до вас». Взволнованно заговорила Цао Мэнжун с улыбкой на лице. Младшая боевая сестра с любопытством осмотрела человека в конфуцианской одежде и спросила: «Младшая боевая сестра Цао, из какой секты этот господин? У него довольно высокий уровень культивации. Кажется, он на не менее чем на 10 уровне». Мужчина спокойно ответил: «Я Хань Ли, свободный культиватор. Я гостья госпожи Цао». Старшая боевая сестра улыбнулась и сказала: «Вот. Мне было интересно, почему младшая боевая сестра была такой спокойной. Очевидно, что это из-за того, что у нее гостит такой эксперт, как господин Даосист Хань. Когда У Сяюй бросит вызов, он выставит себя дураком». «Старшие боевые сестры, пожалуйста, присаживайтесь к нам», — радостно сказала Цао Мэнжун, хотя брат Хань, свободный культиватор, он очень опытен на пути культивации. Я смогла прорваться за такое короткое время только благодаря руководству, которое дал мне брат Хань. А тогда мы хотим поговорить с господином Даосистом Ханем». Как только старший из них собирался сесть, она внезапно услышала серию глубоких воплей из-под горы. Он прибыл. Как он узнал об этом месте? Он прибыл так быстро. Две старшие боевые сестры тревожно соскочили с места и взглянули в направлении воя. «Старшие боевые сестры, пожалуйста, не пугайтесь», — спокойно сказала Цао Мэнгун, «это я пригласила У Сяюя. Господин Даосист уискал меня несколько дней назад, и с согласия брата Ханя я пригласил его на эту встречу». Вот как. Хотя мы спешили, кажется, мы все равно были слишком медлительны. Младшая старшая боевая сестра быстро успокоилась. В конце концов, у них был культиватор на 10 уровне, чтобы справиться с У Сяюем, который был на 8. В этот момент на вершине горы появился шар белого света, обнажив силуэт двух человек внутри. Летающий магический инструмент. И его сопровождает другой человек. Младшая старшая боевая сестра с тревогой вскрикнула. Цао Мэнгун и другая женщина переглянулись между собой с беспокойством на лице. В конце концов, летающие магические инструменты встречались довольно редко. Даже низкоранговые были намного дороже других магических инструментов среднего класса. Низкоранговые культиваторы, такие как они, не могли позволить себе купить их, не говоря уже о магических инструментах среднего класса. Все магические инструменты, которые у них были подарены им сектой. Без продвижения в культивации им не видать больше магических инструментов. Кроме того, культиваторы, которым были дарованы летающие магические инструменты, скорее всего, обладали поддержкой старших. Это особенно верно для небольших сект, как их секта. Когда новоприбывшие появились на вершине горы, Хань Ли взглянул на них со спокойным выражением на лице. На сегодняшний день прошло уже 9 месяцев с тех пор, как Цао Мэнжун спасла его. Возможно, из-за того, что его травмы были не такими серьезными, как он думал, или его таблетки оказались более эффективными, чем ожидалось, он смог восстановить часть своей силы за время пребывания в качестве гостя Цао Мэнжун, что позволило ему восстановить свой уровень до стадии заложения основ. Хотя его жизненная сила все еще была повреждена, и ему еще не удалось восстановить большую часть своей сущности крови, он теперь мог защитить себя в мире культивации. Конечно, Цао Мэнжун не хватало культивации, чтобы увидеть это удивительное изменение, и она часто задавала ему вопросы о проблемах со своей культивацией. Как культиватор средней стадии зарождающейся души, у Хань Ли было достаточно опыта, чтобы дать культиватору стадии уплотнения Ци дельные советы и рассеять сомнения девушки парой нужных слов. В результате Цао Мэнжун начала относиться к Хань Ли с большим уважением. Советы Хань Ли позволили ей подняться на 4-й уровень стадии уплотнения Ци, приблизив ее к тому, чтобы стать официальной ученицей. Пока это происходило, он уже готовился к отъезду через месяц. В конце концов, девушка уже рассказала ему общую ситуацию мира культивации Великой Империи Цзинь. И хотя у него были таблетки для культиваторов стадии уплотнения Ци, они были не настолько тривиальны, чтобы раздавать их другим. В конце концов, в мире культивации было множество оппортунистов и грабителей. В Великой Империи Цзинь их было даже больше, чем в Небесном Южном регионе. Но неожиданно Цао Мэнжун получила письмо с предупреждением от своего мастера, и в тревоге она разыскала Хань Ли. Когда Хань Ли услышал, что с ней хочет сразиться культиватор на 8-м уровне стадии уплотнения Ци, Хань Ли равнодушно согласился выйти на дуэль с противником от ее имени. После этого он решил воспользоваться этой возможностью и уйти. Хотя два новоприбывших были окружены ярким светом их магических инструментов, он мог четко видеть их.
Они были культиваторами на 8 и 11 уровнях стадии уплотнения Ци. Они были намного ниже его. Поскольку все три женщины были потрясены, Хань Ли медленно вышел из каменного павильона и поднял голову, чтобы взглянуть на них, сказав: «Я буду сражаться от имени госпожи Цао. Вы планируете провести спарринг или хотите, чтобы это было полное сражение?» Шар белого света опустился на землю, и во вспышке белого света показались два человека. Мужчина средних лет с тонкими глазами и магических инструментом из дерева в руке фыркнул и сказал: «Мне повезло, что я пришел, или младшему боевому брату пришлось бы тяжко. Ваше лицо совершенно незнакомо, но уровень вашей культивации очень высок. Я буду вашим противником. Давайте сразимся прямо сейчас, а слова оставим на потом». Другой мужчина был высокого роста и выглядел лет на 30. Судя по тому, как он холодно смотрел на Хань Ли и других, он был У Сяюем. Старшая боевая сестра была шокирована и спросила: «Ма Юйлинь, неужели это вы? Вы инфорсер секты Острова Духа. Разве вы можете с такой легкостью вмешиваться в делах других?» Мужчина средних лет сказал резким тоном: «Кажется, фея Лу не знает, что я не посторонний. У младшего боевого брата у меня общая семья. Помочь ему не проблема». На лице младшей старшей боевой сестры появился страх. Лицо Цао Минджун дрогнуло, и она потеряла дар речи. Затем Хань Ли еще раз взглянул на мужчину средних лет и загадочно улыбнулся, сказав: «Тогда давайте скорее начинать. Быстрее начнем, быстрее закончим». Когда мужчина средних лет услышал его, он холодно улыбнулся и спрятал в руке магический инструмент из дерева, а затем вытащил маленький желтый камертон из своей сумки для хранения. Глава 904. Великая ассамблея. Когда три девочки увидели, что Хань Ли и мужчина средних лет по имени Ма Юйлинь собирались начать поединок, они все неосознанно отступили на шаг и затаили дыхание. С их точки зрения, битва между двумя культиваторами на высоких слоях стадии уплотнения Ци встречалась довольно редко, но для Хань Ли сражение с культиватором стадии уплотнения Ци не стоило ни малейшего интереса. Он просто стоял на месте, заложив руки за спину, ожидая атаки своего противника. Ма Юйлинь пришел в ярость, увидев небрежное отношение Хань Ли, и поднял в руке маленький камертон, пробормотав заклинание и взмахнув рукой свободной рукой. В следующее мгновение маленький камертон несколько раз вздрогнул и выпустил вспышку света, которая метнулась в направлении Хань Ли желтой полоской. Хань Ли стоял со спокойным выражением на лице, не собираясь использовать магический инструмент. Вместо этого он поднял руку и выпустил дюжину талисманов, каждый из которых превратился в огненный шар размером с кулак и метнулся к желтой полоске света. Ма Юйлинь при виде этого внутренне усмехнулся. Желтый ветряной камертон был среднеранговым магическим инструментом, который ему лично дал мастер секты. Несколько огненных шаров не могли его заблокировать. Несмотря на это, он не хотел случайно повредить свой магический инструмент и быстро сделал жест заклинания, и желтая полоска внезапно развернулась, избежав попадания в нее огненных шаров. Затем она развернулась и с другого направления метнулась в Хань Ли. Хань Ли улыбнулся и указал на огненные шары. Внезапно огненные шары остановились и слились воедино, образовав облако пламени размером с колесо. Оно быстро превратился в 3-метровую огненную змею и выстрелило в сторону желтой полоски света, овившись вокруг него и лишив возможности двигаться. Ма Юйлинь был шокирован при виде этого и поспешно влил всю свою магическую силу в магический инструмент, пытаясь вырвать его на свободу, но его камертон только вспыхнул ярко-желтым светом и снова запутался в огненной змее. Борьба продолжалась, и магический инструмент внезапно потускнел и глухо загудел, что было явным признаком его уничтожения. Мужчина средних лет видел, что его дела плохи. Не желая уничтожения своего магического инструмента, он быстро закричал: «Стоп! Магическая сила господина даосиста намного превосходит мою. Я признаю поражение». Услышав это, Хань Ли улыбнулся и указал на огненного змея, заставив его ослабить хватку. Затем змей исчез, превратившись в угольки пламени. Легкая победа Хань Ли над противником, у которого был более высокий уровень культивации, стала восхитительным сюрпризом для 3 женщин в павильоне. У Сяюй изменился в лице при виде этого и нерешительно пробормотал: «Старший боевой брат Ма, это хватит, младший боевой брат У». Быстро перебил его Ма Юйлинь. «Ты сам видел, что я ему не соперник даже с моим магическим инструментом. Жизнь твоего племянника была решена». Он взял свой магический инструмент и почувствовал облегчение, обнаружив, что тот не поврежден. Однако теперь у него появился новый страх перед способностями Хань Ли, и он не хотел больше вмешиваться в его дела.
Услышав это, сердце у Сяюя наполнилось обидой, но если его старший боевой брат на 11 уровне стадии уплотнения Ци оказался не соперником Хань Ли, то он, тем более. После этого им было нечего сказать, и два ученика секты Острова Духа покинули гору, сдерживая свой гнев. Трое женщин тут же окружили Хань Ли и стали расспрашивать его о магических техниках, которые он использовал. Он охотно поделился своим опытом, объяснив немного маленьких уловок, которые он использовал, чтобы управлять низкоранговыми магическими техниками. Затем две старшие боевые сестры искренне попросили Хань Ли ответить на несколько вопросов об их проблемах с культивацией, на что тоже согласился. Время шло медленно, и вот уже день сменился ночью, троим было неловко оставаться, но и не хотелось уходить. Когда три женщины вернулись вместе на следующий день, они обнаружили, что Хань Ли исчез, оставив им прощальное письмо. После того, как Цао Мэнжун прочитала его, она какое-то время стояла как вкопанная. По какой-то неизвестной причине внезапный отъезд Хань Ли заставил ее почувствовать неописуемую боль. Когда ее старшие боевые сестры увидели это, они тревожно переглянулись между собой. На расстоянии более 100 километров Хань Ли медленно летел по воздуху на летающем магическом инструменте и беседовал с монархом расщепления души своим духовным чутьем. «Малыш Хань, ты действительно решил сначала отправиться в префектуру Гуанинге открыть секретную пещеру клана Фэн?» «Конечно», — ответил Хань Ли, — «я не знаю, когда печать ограничения души перестанет действовать. Естественно, что мне сначала нужно будет найти буддийскую технику, чтобы рассеять мою зловещую ци, иначе этот вопрос в моей голове не позволит мне сосредоточиться на восстановлении своей магической силы». «Не стоит слишком сильно надеяться на это», — равнодушно сказал монарх расщепления души. «Мне слабо верится, что в мелком клане буддийских культиваторов кто-то мог обладать высокоранговой техникой для рассеивания зловещей ци». Хань Ли нахмурился и ответил: «Я знаю, но секретная пещера Фэн-клана — самый простой способ. Будет лучше, если я смогу найти его там. В противном случае мне придется отправиться в известную буддийскую секту, и с моим нынешним уровнем культивации мне будет довольно трудно решить этот вопрос». Монарх расщепления души несколько раз фыркнул и сказал: «После того, как твой уровень культивации упал, решать такие тривиальные вопросы стало так сложно. Если бы у тебя все еще был уровень культивации, на стадии зарождающейся души, ты бы мог просто найти буддийскую секту и попросить их продать тебе такую технику от имени твоего статуса культиватора зарождающейся души». Услышав это, Хань Ли покачал головой с горькой улыбкой на лице. Стоит сказать, что буддийские секты предвзято относились к посторонним. Даже если он был бы культиватором на средней стадии зарождающейся души, то разве секта позволила бы так легко покинуть ее своим высокоранговым техникам? В этом случае ему оставалось только проникнуть в буддийскую секту и выяснить, сможет ли он украсть необходимую технику. Однако, когда он подумал о клятвах и бритой голове, которые ему были нужны, чтобы войти в буддийскую секту, он почувствовал себя несколько мрачно. Возможно, было бы легче найти способ растворить зловещую ци в конфуцианской секте, угрюмо подумал он. Префектура Уюань провинции Ляо находилась на западной границе префектуры Гуанин. В результате Хань Ли понадобилось пара недель, чтобы добраться до префектуры Гуанин. По пути ему не попадались высокоранговые культиваторы. Ему встречались только несколько культиваторов стадии уплотнения ци и заложения основ, и то он видел их издалека. У него не было причин разговаривать с ними, поэтому он держался на расстоянии и сосредоточился на своем путешествии. Спустя несколько дней смертные стали реже встречаться, а земля стала дикой и заросшей травой, словно необитаемая. Через 2 дня Хань Ли прибыл в деревню Соколиных облаков и спустился со своего летающего магического инструмента, а затем пошел пешком. Деревня была построена грубее, чем другие деревни, которые он видел на своем пути. Она не только была меньше, но и имела всего 4 дороги, пересекающие друг друга. Здания также были построены из желтой грязи и выжженной древесины. Он оглядывался по сторонам с хмурым выражением на лице, пока шел по дороге. В этот момент погода была исключительно холодной, но он просто шел в своей аккуратной конфуцианской одежде. Смертные не выглядели особенно удивленными при виде этого. У Хань Ли было задумчивое выражение. Внезапно он почувствовал нечто странное, и его лицо дрогнуло. К нему шли 2 мужчин в белых одеждах, один высокий, другой низкий. Им обоим было около 20 лет, но их тела обладали духовными колебаниями ци, демонстрируя культивацию на 7 и 8 уровнях стадии уплотнения ци. При виде Хань Ли на их лице появилась тревога. Они приближались к нему, пока между ними не осталось расстояние около 10 метров. Высокий, тощий юноша почтительно поприветствовал его и спросил: «Могу ли я узнать ваше имя, господин? Вы, наверняка, прибыли, чтобы принять участие в Великой Ассамблее». Хань Ли был ошеломлен на мгновение, а затем ответил с искренним удивлением: «Великая Ассамблея? Не слышал об этом. Я прибыл сюда в поисках духовных трав».
Разве я не это сказал? Высокий юноша в белом халате сказал своему более низкому собеседнику: ассамблея началась вчера. Если бы старший хотел принять в этом участие, он уже был бы у подножия Снежной горы. Кажется, он просто проходит мимо. Это не имеет значения, сказал низкий парень. У старшего все еще есть время, чтобы войти в Великую Ассамблею. Ассамблея проводится совместно 3 великими кланами префектуры Гуаннин. В продаже имеется не только много распространенных духовных трав, но также много таких, которым несколько сотен лет, и в продаже есть даже тысячелетний королевский ветряной женьшень. Ассамблея почти закончилась, но финальные аукционы еще не начались. Конечно, это будет намного лучше, чем пытаться найти травы на бесплодной горе. Там много свободных культиваторов и несколько небольших сект, торгующих лекарственными травами и материалами. Наши 3 клана не облагают налогом ни один из доходов. Из-за многочисленных сумок для хранения Ханьли на поясе и уровня его культивации на стадии заложения основ, 2 молодых людей в белых одеждах не смели его оскорбить. Взгляд Ханьли мелькнул, и он удивленно спросил: 3 великих клана. Неужели это Кун, Джао и Дун? Верно, сказал с улыбкой высокий парень, мы ученики клана Кун. Мы здесь для того, чтобы встречать культиваторов, которые прибыли на ассамблею. Сначала мы не думали, что будет столько гостей, и собирались сами участвовать в ассамблее, но оказалось, что старший прибыл как раз вовремя. Вместо того, чтобы согласиться, Ханьли оглянулся и спросил: эта деревня уже находится под непосредственным наблюдением клана Кун? Кажется, смертные часто видят с собой культиваторов. Это большая редкость. Высокий юноша объяснил, старший довольно умный. 6 лет назад деревня стала собственностью 3 наших кланов и была заполнена смертными потомками нашего клана. В результате они не испытывают большого страха перед такими культиваторами, как мы. Вот как. Это будет довольно хлопотно, пробормотал Ханьли с мрачным выражением на лице. Лицо низкого юноши дрогнуло, и он нетерпеливо спросил: что? Неужели у старшего есть какие-то другие дела? Может, мы сможем вам чем-нибудь помочь? Глава 905. Гроб. Ханьли задумался на мгновение, а затем спокойно сказал: «Нет, мне ничего не нужно. Поскольку здесь проходит крупное собрание, я сначала посмотрю на него». 2 юношей в белом переглянулись между собой, и низкий сказал с улыбкой на лице: «Вот и отлично. Следуйте за нами, старший». Затем каждый из них достал магический диск и подбросил его в воздух, запрыгнув на него. При виде этого Ханьли подбросил сверкающий летающий меч и появился на нем в пятне света. Увидев меч, юноши с восхищением сказали: «Магический инструмент старшего — это высокоранговый летающий меч. Кажется, вы внутренний ученик крупной секты. Мастер секты просто так не выдал бы низкоранговому ученику такой инструмент». Ханьли усмехнулся и ответил: «В моей секте есть правило, согласно которому нам не разрешается раскрывать мою принадлежность к секте, пока мы находимся в путешествии. Я надеюсь, что вы, господа даосисты, воздержитесь от дальнейших вопросов». 2 юношей были несколько смущены этим, но теперь были еще более уверенными в том, что Ханьли был учеником крупной секты. Они стали относиться к нему с еще большим уважительными. Затем все 3 культиватора направились к югу от деревни на своих магических инструментах. Снежная гора была не очень далеко от деревни. Уже в полете они могли различить линию горных вершин на горизонте. Правильнее было назвать это горным хребтом, чем горой. Горная цепь простиралась на 500 километров и была одной из нескольких великих горных цепей в провинции Ля. Ходили слухи, что в глуби гор скрывались демоны и призраки. Не говоря уже о смертных, даже низкоранговые культиваторы иногда пропадали в горах. Друзья и секта исчезнувших культиваторов организовали поисковые отряды и прочесывали горные хребты, но так и не находили никаких следов. После стало исчезать больше культиваторов сами по себе. К счастью, исчезновения случались редко, и большинство из тех, кто исчез, были низкоранговыми культиваторами, родом из провинции Ля. В результате этих повторяющихся инцидентов немногие культиваторов рисковали слишком глубоко уходить в горы, и исчезновения также постепенно прекращались. Конечно, Великая Ассамблея, организованная 3 великими кланами Гуаннин, не проводилась глубоко в горном хребте. Она была расположена в городе на окраине вершины высокой горы. Когда они в конце концов прибыли, Ханьли увидел красивые возвышающиеся здания, воздвигнутые на вершине этой горы. Его глаза сверкнули, и он смог увидеть, что гора образовалась недавно. На его лице отразилось задумчивое выражение при виде этого. «Старший, мы прибыли», — высокий юноша указал на город внизу и сказала: «Всем прибывающим культиваторам в стадии заложения основ предоставляется своя комната.
Высокоранговым культиваторам на стадии формирования ядра и выше предоставляется собственная резиденция. Таким образом, всем старшим предоставляется подходящее место для отдыха. Хань Ли молча кивнул, высвободив свое духовное чувство, чтобы внимательно посмотреть на город под ними. Он неосознанно нахмурился, почувствовав, что в городе есть культиватор зарождающейся души. Неизвестно, был ли он культиватором, присоединившимся к собранию, или он был эксцентриком, которого Фэн Юй упомянул перед смертью. Слухи говорили, что не стоит недооценивать благородные кланы Великой Империи Цзинь. В кланах культивации Небесного Южного региона редко встречались культиваторы поздней стадии формирования ядра, в то время как в Великой Империи Цзинь даже культиватор зарождающейся души был не редкостью. Но, к его удивлению, культиватор зарождающейся души, которого он почувствовал, испускал ауру трупа. Несмотря на то, что она была очень хорошо скрыта, Хань Ли мог видеть сквозь эту маскировку своим духовным чутьем. Неужели этот человек культивировал технику дьявольского да или злую еретическую технику? Если он правильно помнил, клан Кун был родом из знаменитой конфуцианской секты, известной как секта Небесного Мудреца, и клан все еще получал поддержку секты. Независимо от того, был ли этот культиватор зарождающейся души предком клана Кун, было бы неуместно для секты и их положения иметь в своих рядах такую технику и такого культиватора. Пока он размышлял об этом, они спустились к воротам деревни, и их сразу же встретили 4 культиватора в синих одеждах. Примерно в то же время в секретной комнате, глубиной более 70 метров под землей, крышка темного черного гроба внезапно сдвинулась, и из щели внезапно появилась чисто белая рука. Затем она полностью отодвинула крышку гроба, и показался человек в желтой мантии с королевской короной на голове. Ему на вид было лет 30, а на лице у него было недоумение. В чем дело? Я внезапно почувствовал волну духовных колебаний. Неужели кто-то шпионил за мной? Человек бормотал про себя. Немного поколебавшись, он осторожно высвободил свое духовное чутье и пронесся через всю гору, особенно сосредоточив свое внимание на культиваторах в деревне выше. Потратив достаточно времени на осмотр окрестностей, он не нашел никаких следов других культиваторов зарождающейся души и нахмурился. Возможно, это был просто старый пердун, который путешествовал поблизости и проверял местность своим духовным чутьем. Черный гроб должен был скрывать мою трупную ци, чтобы он не привлек к себе никакого внимания, пробормотал про себя коронованный мужчина, а затем вернулся в гроб. Крышка гроба сама по себе вернулась на место, а в комнате стало тихо. Спустившись на поверхность, культиваторы в синих одеждах порекомендовали Хань Ли отправиться на огромную площадь в центре, где было 1500 культиваторов в разных одеждах. Однако все эти культиваторы были разделены на несколько групп, и каждая из них собралась в разных областях деревни. Одни просто разговаривали, другие торговали. На площади также были установлены палатки различного размера, в некоторых из которых были прилавки, в других предметы лежали на полу. В результате этого площадь выглядела очень оживленно. Хань Ли улыбнулся и вспомнил, когда впервые вошел в мир культивации на встрече Великого Юга. Его почти накрыло ностальгией. Но, к его удивлению, в центре площади была установлена огромная палатка. Она сверкала белым светом, представляя собой магический инструмент, и ее ширина превышала 300 метров. В нее со всех сторон входили и выходили культиваторы. Его взгляд дрогнул, и он посмотрел на остальную площадь. Вокруг были мерцающие светом каменные здания, в которые входили и выходили культиваторы, но поток людей там бы меньше, чем у палатки в центре. Было даже несколько культиваторов, которые ходили взад-вперед вокруг зданий или болтали со своими спутниками. Помимо нескольких культиваторов, стадии уплотнения ци из 3 кланов, остальные в основном были на стадии заложения основ и выше. Просмотрев все своим духовным чутьем, он обнаружил, что присутствовало более дюжины культиваторов стадии формирования ядра. Даже без культиватора зарождающейся души, присутствующие культиваторы далеко превосходили крупные кланы культиваторов Небесного Южного региона. И это была только торговая ярмарка, в которую принимали участие несколько местных кланов. Подумав об этом, Хань Ли невольно вздохнул. От учеников, которые встретили его, он узнал, что утром проходила свободная торговля, а днем начинался аукцион. Если у него были редкие материалы, магические инструменты или другие предметы, он мог бы обменять их до аукциона. Кроме того, ярмарка планировалась на 3 дня, и в последний день тысячелетний королевский женьшень будет продан с аукциона. Вполне вероятно, что культиваторы формирования ядра пришли исключительно ради этого предмета. Посмотрев еще некоторое время, он начал прогуливаться по площади. В настоящее время Хань Ли был культиватором на стадии заложения основ, который присоединился к выставке во 2-й день. Хотя его лицо было незнакомым, никто не заметил его, он был обычным культиватором в толпе.
Все предметы в палатках торговцев вокруг палаток продавцов были обычными, как и ожидалось, и мало интересовали Ханли. Хотя там и были предметы, которые могли бы оказаться привлекательными для культиваторов, на стадии заложения основ у него уже было бесчисленное количество драгоценных материалов. Ханли привлекали только палатки с необычными магическими инструментами и материалами. Но, тщательно осмотрев товар в них, они больше не представляли для него никакого интереса. Проведя довольно много времени, гуляя по дорогам, он не стал ничего покупать, и только он собирался войти в палатку посреди площади и посмотреть, что там продается, как вдруг его лицо изменилось. Обернувшись, он увидел старика с заостренными ушами и тонкими щеками, который смотрел на него с удивлением. Он был культиватором на ранней стадии заложения основ. Ханли сказал с холодным блеском в глазах: «Господин Даосист, вы следите за мной довольно давно. Неужели вы знаете меня?» «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, господин Даосист», старик смущенно улыбнулся и спокойно объяснил: «Меня зовут Цзинь Юань, и я не собираюсь вам причинять никакого вреда. Я следил за вами из чистого любопытства. Мы встречаемся впервые, но вы, похоже, прекрасно разбираетесь в инструментах и материалах. Я восхищаюсь вами. Го». «Я не знал, что господин Даосист настолько наблюдателен», — спокойно сказал Ханли, «но поскольку вы следите за мной так долго, полагаю, вы бы хотели больше, чем просто разговор, хех. Вы очень проницательны. По правде говоря, у меня действительно есть к вам просьба. Пожалуйста, расскажите об этом». Ханли скрестил руки и ответил с равнодушным выражением на лице. Старик осмотрел сумки для хранения на поясе Ханли и усмехнулся с прищуренными глазами, сказав: «У меня здесь странное сокровище, но я не смог разобраться в его использовании и происхождении. Я надеюсь, что вы поможете мне разобраться с ним. Если вы сможете понять, для чего оно, я также смогу продать его вам. С вашим опытом вы наверняка сможете его купить». Странное сокровище. Лоб Ханли дрогнул, и его взгляд некоторое время блуждал вокруг старика. В конце концов, он кивнул и указал на комнату сбоку: «Хорошо. Поскольку господин Даосист следовал за мной некоторое время, похоже, у вас хорошие намерения. Думаю, я могу взглянуть на него. Пойдемте в эту скрытую комнату и поговорим. Я бы хотел получить у вас кое-какую информацию». «Скрытая комната. За нее надо платить, а она довольно дорогая», — нерешительно сказал старик. Ханли таинственно улыбнулся и сказал: «Хорошо, я заплачу. Я надеюсь, что ваше странное сокровище не станет для меня разочарованием».